Новосибирский зоопарк имени Ростислава Александровича Шилла – один из крупнейших зоопарков России, занимает площадь 65 гектаров. В нем содержится около 11 тысяч особей, 770 видов, более 350 видов занесены в Международную Красную книгу, около 180 внесено в Красную книгу России. В Новосибирском зоопарке занимаются разведением кошачьих и куньих, поэтому здесь одна из лучших в мире коллекций представителей этих семейств. Коллектив зоопарка участвует в 77 международных программах по сохранению редких и исчезающих видов животных. Находится зоопарк в городе Новосибирске по улице Тимиразева, 71/1. Добраться можно от площади Калинина всеми видами транспорта до остановки Плановая. Часы работы зависят от времени года, в которое вы соберетесь посетить зоопарк. Сейчас осень, и с 9 утра до 19 часов вечера. Цена билета в 2020 году: взрослые 400 рублей, дети от 7 до 16 лет, студенты, пенсионеры и другие льготники 150 рублей, а дети до 7 лет бесплатно. Создателем зоопарка в Новосибирске был зоолог, писатель М.Д. Зверев, работавший научным руководителем в маленьком зоосаде при Западно-Сибирской краевой детско-технической и сельскохозяйственной станции. В 1937 году усилиями детей и работников зоосада разрастается до 85 особей. И тогда же принимается решение об организации зоопарка на территории Ельцовского бора. В Великую Отечественную войну в Новосибирске была оборудована зообаза, госцирк объединения для животных, которых эвакуировали из цирков и других зоопарков. После окончания войны зообаза со всеми животными была передана городу. В 1950 году на пустыре, примыкающем к гаражу, были построены деревянные вольеры и цементированный бассейн для водоплавающих птиц. В 1969 году директором зоопарка был назначен Ростислав Александрович Шилла. Он занимался научной работой, добиваясь выдающихся успехов в сохранении и разведении редких и исчезающих видов диких животных. На его счету 9 научных открытий, 50 научных работ различной тематики по редким видам диких животных. Благодаря усилиям и идеям, а также огромной целеустремленности Ростислава Шилла был построен уникальный комплекс нового зоопарка, который в настоящее время является гордостью новосибирцев и собирает любителей природы и животных со всех уголков мира. Новосибирский зоопарк участвует в 77 международных программах по сохранению редких и исчезающих видов в неволе. А пока вернемся к истории нашего старого зоопарка. Я помню, как в детстве мы ходили в тот зоопарк, который находился напротив центрального рынка. Там были тесные клетки и стоял резкий запах. Хотя в 1978 году зоопарку выделяется новая территория в Зальцовском районе. Реальное же строительство зоопарка наконец-то началось в 1985 году. А для посетителей зоопарк открыл двери только в 1993 году. А зоопарк на старой территории, там где сейчас торговый центр галерея, также продолжал работать до 1999 года. Я помню, нынешний зоопарк долго называли новым зоопарком, как бы разделяя эти два места. А в 2008 году Новосибирский зоопарк стал финалистом конкурса «7 чудес России». Огромная территория Новосибирского зоопарка, оборудование в соответствии со всеми потребностями посетителей. Самое главное преимущество – территории густой, приятный зеленый бор. Среди больших сосен свободно установлены вольеры и павильоны для животных. Возле многочисленных дорожек
Установлены лавочки и столики, где вы можете отдохнуть и даже перекусить, взяв с собой еду. Также на территории очень много кафе, туалетов, мест, где можно помыть руки, поэтому с инфраструктурой проблем у вас не возникнет. А не заблудиться на огромной территории помогают стрелочки-указатели и информационные карты. Услуг: прокат карет, катание на лошадях, прокат детских тележек, обзорные тематические экскурсии, аттракционы, колесо обозрения. А также на территории зоопарка находится Западносибирская детская железная дорога, которая идет от Заильцовского парка до зоопарка. Есть Динопарк, дом Бабы-Яги, дом вверх дном и замок ужаса. Борнейский или калимантайский орангутан – один из двух ныне существующих видов орангутанов. Обитает как на индонезийском, так и на малайзийских территориях острова. В самом названии орангутанов подчеркивается их близость к человеку. В переводе с малайского языка слово орангутан обозначает лесной человек. Орангутаны живут дольше иных гоминидов, не считая человека. В неволе известны случаи, когда особи жили дольше 60 лет. Внесен в Международную Красную книгу. А это орангутан Бату. Ему 21 год. Он родился в чешском зоопарке. В 2008 году был доставлен в Новосибирск. А это Мишель и Бату. Они любят одевать человеческую одежду и закутываться в пледы, если дать им такую возможность. Орангутан – социальное животное. Самки часто создают клубы по интересам, группы, в которых входит несколько мам и детенышей разных возрастов. А это Джулия, дочь Мишель и Бату. Ей исполнилось 1 год. У орангутанов долгое детство. Малыши многих видов после 1-го года уже готовы к самостоятельной жизни. А вот детеныши орангутанов в этом возрасте полностью зависят от взрослых. А самки кормят малышей молоком до 3-4 лет. А Джулия растет среди людей. Самка Мишель не стала кормить ее, и поэтому заботы о малышке взяли на себя сотрудники зоопарка.
Весь этот год они постоянно находятся рядом с ней, попеременно сменяя друг друга, и в настоящий момент ведется работа по возвращению Джули в родную семью. И она ежедневно проводит время в родительском вольере. В это время Мишель и Бату остаются в другой части вольера, а уже скоро их попробуют соединить.
Новосибирском зоопарке содержится 3 вида лемуров. Это кошачий, красный вари и черно-белый. Они размером с кошку. Отличительной особенностью лемуров является их хвост. При длине тела 38 до 45 см хвост может достигать 62 см. Он играет важную роль в жизни животного. С помощью него лемуры удерживают равновесие на тонких ветках и балансируют в прыжке, и даже показывают свой социальный статус. Кольцехвостый лемур или кошачий лемур или катта – единственный лемур, ведущий наземный образ жизни, предпочитая скальные участки. Он внесен в Международную Красную книгу. А это лев Сэм. Ему 11 лет. Сейчас он взрослый величественный лев. В природе до этого возраста львы доживают нечасто. В условиях зоопарка они живут гораздо дольше. И наш Сэм находится в отличной форме. Долгое время он был один. Ему старались подобрать пару, и в конце 2019 года привезли из Ленинградского зоопарка львицу Найтирию. Их знакомство было постепенным. Найтирия сначала держалась отстраненно, но Сэм в итоге нашел к ней подход, и сейчас они почти все время вместе. И вольеры львов недавно были реконструированы. Там стало больше места и больше возможностей для физической активности. Это Дик-Дик. Маленькая антилопа. Это одна из самых маленьких антилоп в мире. Высота ее едва достигает 40 сантиметров, а длина тела 52-57 сантиметров и вес около 7,5 килограмм. Дик-Дик живут исключительно в Африке. Они очень требовательны к среде обитания. Им нужны места с плотным растительным покровом и без высоких растений. Рацион питания в основном состоит из листьев, фруктов и побегов ягод. Это один из крупнейших представителей семейства кенгуровых. Размером его превосходит только большой рыжий кенгуру. Численностью вида достигает 2 миллионов особей. По сравнению с другими кенгуру, больше всего контактирует с человеком, так как расположен в наиболее населенных районах Австралии. Продолжительность жизни серого кенгуру около 18 лет. Белый медведь – самый крупный из ныне живущих наземных хищников, единственный представитель существующих млекопитающих. Весь жизненный цикл, который проходит на дрейфующих льдинах Арктики, распространен на островах и побережьях Северного Ледовитого океана, внесен в Красную книгу. Первые белые медведи появились в зоопарке давно. До 70-х годов в зоопарке появилось на свет 11 медвежат. После 1972 года малышей долго не было, никак не получалось создать пару. Новая история началась в 2008 году, когда из зоопарков Москвы и Санкт-Петербурга в Новосибирск доставили самку и самца Кая и Герду. За историей семьи мы все сейчас и наблюдаем.
Пингвины Гумбольдта. Первую группу этих птиц зоопарк получил из московского зоопарка в 2016 году. Вторая группа была получена в 2018 году из зоопарка в Японии. Пингвины поначалу присматривались к новичкам, но со временем перестали делить друг друга на своих и чужих. Пингвины Гумбольдта, как и все пингвины, очень интересны для наблюдения. Но зоопарки и океанариумы содержат представителей данного вида не для того, чтобы показать посетителям. Природная популяция этих птиц сокращается. Зоологические парки участвуют в исследовательской работе и программах по их сохранению. В зоопарке живут амурские тигры. Тигр Максимус родился 14 октября 2005 года. Это красивый и умный тигр. Он отличается осторожностью и обстоятельностью. Все, кто работает с ним, очень его любят, не устают наблюдать за ним. А тигрица Лапа на год меньше Максимуса. Это взрослые, еще полные сил тигры. У них родилось 12 тигрят. Их дети и внуки, правнуки живут в зоопарках разных стран. И каждый из них имеет огромное значение для сохранения вида. Один из самых опасных в мире животных – умный и сообразительный волк. Мех полярного волка уникален, очень плотный, с густым подшерстком, ведь ему приходится выживать при температуре до минус 50 градусов. Сейчас они живут в новых для себя вольерах, там, где недавно жили львы, и здесь им, конечно, комфортно и просторно, это видно. Исследователи выявили удивительные факты. Птицы могут спать с одним открытым глазом. Это однополушарный сон. То есть одно полушарие у птиц находится в режиме сна, а другое в режиме бодрствования. А затем наоборот. Такая способность используется птицами во время длительных перелетов, а также позволяет птицам быть начеку, когда есть угроза нападения хищников. Биологи установили, что птицы спят обычно двуполушарным сном, закрывая оба глаза, когда находятся в безопасности. Скорее всего, именно этим объясняется, что в зоопарке птицы, как правило, спят с закрытыми глазами. И многие птицы всегда спят стоя. Журавли, цапли, фламинго спят стоя, поджав одну ногу. Если некоторые птицы могут спать по-разному, то все 17 фламинго стоят во время сна.
Это гигантская летучая лисица или большая летучая лисица. Самый крупный представитель отряда рукокрылых. До недавнего времени включался в списки Красной книги. На сегодняшний день считается стабильным видом. В зоопарке 19 видов змей, 6 удавов, 6 питонов, 4 полоза, парагвайская анаконда, калифорнийская змея, королевская змея и гондурасская молочная змея. В переводе с креольского анаконда означает большая змея, однако парагвайская анаконда самая мелкая представительница этого вида. Обычно она вырастает всего лишь до 3 метров. В засушливый период анаконда способна закапываться в ил, где впадает в частичное оцепенение и ждет сезона дождей. Мадагаскарский удав относится к самым редким змеям мировой фауны, а долгожитель королевский питон – один из самых распространенных представителей чешуйчатых в зоологических коллекциях. Рекорд проживания в неволе у них 50 лет. А если вам понравилась информация и вы узнали что-то новое для себя, то поставьте мне лайк и оставляйте свое мнение в комментариях. Конечно же, подписывайтесь, чтобы не упустить новые, еще более познавательные и интересные видео от меня. Спасибо вам за внимание!